Доброго всем времени суток! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши замечательные комментарии, лайки, подписки. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. Женский взгляд. Какой женщины вас видят? Что женщины говорят о вас? И что женщины думают о вас? Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Если во время сигнификации понимаете, очень похоже на вашу подругу Таню, можете отправить ей это видео. Оно ей будет интересно, полезно. Пусть она тоже узнает, что они думают и говорят. Итак, сейчас ваша сигнификация. Какая вы? Ух ты! Сочетание такое чудное. Фатальность и звезда. Знаете, как будто бы для окружающих. Хотите вы, не хотите меня воспринимать звездой, а мне пофиг. У меня свой путь, свое призвание. И по-хорошему плевать я хотела на ваше видение меня. У меня своя миссия в жизни. Тут как будто бы как-то женщина так интересно светит вопреки всему и несмотря ни на что и ни на кого. Какие бы с ней жизненные, тут я не знаю, как это, перипетии судьбы не случались, да, что бы в вашей жизни не происходило. А тут как будто бы вы говорите, вот, нифига, переживу, проживу и стану еще сильнее. Вот мне как-то так идет. Ну, конечно, кто бы сомневался, ведьма ведающая. Тут еще есть тайные знания, обладание этими тайными знаниями. Так, какая девочка пришла на расклад? Уже интересно. Ух ты. Так. Смотрите. Начинала со звезды, сочетание еще с ведьмой. Звезда. Интеллект выше среднего явно. Плюс еще тайные знания. Тут знаний хватает. У кого-то при наличии этих знаний и уже сформированного понимания, куда вы идете, зачем, в чем ваше предназначение, в чем ваша миссия, как бы пафосно это ни звучало. Элементарно, чего вы хотите, от чего вы получаете кайф. Уже как-то определились. Уж точно определились, чем бы не хотели заниматься и в чем бы не хотели оставаться, да, если это какой-то род деятельности, уже на какой-то там, уж не знаю, там, работа у вас какая-то есть, вот, допустим, и вы понимаете, я не хочу ходить на эту работу с утра до вечера, проживать этот день сурка, я не хочу, там, повторять судьбы, там, допустим, каких-то женщин рядом вы видите, вот, на примеры, как будто бы вот тут есть такой, идет глубокий анализ. У кого-то еще увлечение ведьма ведающая. Помимо эзотерики, эти же расклады, психологией увлекаетесь тоже. Поэтому идет как будто бы глубинное изучение, в первую очередь, себя. Тут как будто бы уже есть печальный опыт. Вот. Как будто пытаетесь разобраться. Тут клетка, это как ограничения какие-то. Вот эту карту можно прочесть, это как череда каких-то, ну, неприятностей, да, можно так сказать. Вот не буду говорить черная полоса, темная полоса в вашей жизни, но как будто бы такое ощущение вот складывается, желанное, желаемое, к чему вы стремитесь, оно как будто бы ускользает, оно не дается вам в руки. Но тем не менее, вот эта вот карта фатальность, я говорю, она о том, что несмотря на все эти препятствия, пусть какой-то не очень ровный ваш путь, ну, там, к достижению поставленной цели, а вы все равно идете, вы не опускаете руки, вы не бросаете эту затею. Может быть, даже чем вас яростней отводят и какие-то препятствия перед вами воздвигаются, да, то тем четче для вас и понятнее, что я этого хочу, я этого добьюсь. Пусть через какое-то время, пусть не сейчас, пусть пока не время, да, как-то так, но все равно я иду к поставленной цели. Но тут вот такое какое-то подсвечено, не знаю,
события какие-то, как будто бы ограничения, они где-то и реальные, но где-то вот эта темная полоса, как будто бы и вы как с завязанными глазами, как будто бы, может быть, вы не совсем понимаете, знаете, как сейчас вам достигнуть желаемого, какие конкретные шаги нужно предпринимать. Может быть, на время как будто бы как приостановились и просто пытаетесь даже информации добрать. Вот карта ведающая об этом. И вот эта карта как темная кошка, это даже не мистическая больше подтекст, это больше история о том, что много каких-то нюансов, о которых вы там или не догадывались, или же они сейчас как бы появляются, всплывают, и вам хотелось бы разобраться. Это совсем не значит, что вы там планируете отступать, совсем не значит, что вы там меняете свой курс какой-то, вектор этого развития. Нет, ну просто тут вот какие-то вот такие вот нюансы, как будто бы вы сейчас пытаетесь вот эту повязку с глаз, по крайней мере, снять, и для того, чтобы более четко увидеть, куда и к чему вы стремитесь, и как этого достигнуть. Но на данном моменте вот тут как-то вот прям как нагромождение вот этих ограничений, какая-то полоса в жизни, где как подвисает все, как будто бы вот нужно прояснение, нужно еще информация, нужно как бы еще глубже копнуть. Для чего? Для того, чтобы потом, может быть, совершить этот самый квантовый скачок и получить желаемое. Или сейчас не наломать дров, или сейчас вот там, знаете, лучше как-то прислушаться к самой себе, изучить обстановку. Вот тут что-то такое. Тут спрошу, почему глаза завязаны, такое какое-то состояние. Может быть, как сознательно от вас, вот не то, что там утаивают что-то, а может быть, даже какие-то люди не договаривают, но в силу разных причин. Ну да, утаивают, может быть, даже эту информацию. Может быть, им удобно, как вас вслепую использовать. Может быть, пытаются даже, да, кто-то втянуть вас в какие-то игры, при этом не выкладывая все карты на стол, да, скажем так. Таким образом, как пытаются вами манипулировать, если можно так сказать, в собственных целях, преследуя собственные какие-то там у них там цели. Опять-таки, почему у вас глазки завязаны? Какие-то другие люди. В чем это? В чем это вообще? Сердце, искушение. Вот уж точно я не думала, что тут какая-то любовная история это вылезет. Ну, смотрите, сразу у меня вышло, допустим, как я сказала, какие-то, может быть, люди пытаются хитрить, манипулировать. Тут карта лиса у меня вышла. Лиса, почему глазки завязаны? Потому что можно прочесть так, что вокруг вас какие-то лисички, да, и карта гора — это трудности, какие-то непреодолимые препятствия. Можно, и карта вот глаз, но я ее всегда сюда стараюсь не впутывать мистику, а читать, что как будто бы за вами наблюдают пристально, каждое ваше там, может, высказывание, ваше телодвижение рассматривают, анализируют. Может быть, тут даже, знаете, как будто вас в темную используют, правда, карта лиса хитрая, для того, чтобы смотрят, как вы будете справляться с какими-то трудностями. Как будто бы где-то могут сознательно вам какие-то эти трудности, неприятности люди создавать, а вы об этом и не догадываетесь. Оно постфактум, как будто потом уже доходит до вас, что у вас могло бы все легче намного сложиться в жизни, да, если бы, не так сказать, не помощники, да. Бывает вот такой коллектив, да, вот, допустим, приходишь в новое место работы, да, и как-то можно одну и ту же работу там делать, да, допустим, объем какой-то есть, и ты нормально и справляешься, все, и совершенно по-другому можно, знаете, столкнуться с какими-то такими мелочами, которые оттягивают энергию, внимание, опять какие-то не совсем доброжелательные там или высказывания, или какие-то двойственные, опять какое-то поведение. Ну, в общем, какие-то нюансы бывают такие, которые вот хочешь, не хочешь, на ровном месте могут создать тебе гору вот этих трудностей.
Ну, вот я пример такой, допустим, привела. И тут показано, что это со стороны каких-то людей, это какие-то, может, опять многоходовочки, какие-то нюансики, какие-то, может, язвительные замечания. Вот тут вот смысл такой вот этого всего, что вы с завязанными глазами, вы до конца не понимаете, почему, допустим, что-то стопорится, почему, при том, что вы прикладываете усилия и стараетесь, и интеллект у вас тут присутствует, по ведьме ведающей и психологией увлекаетесь, как будто, а до конца не можете понять, в чем дело. Вот тут эти трудности, вот это как полоса препятствий, как темная, ну, как темная полоса, да, можно сказать. Это как черная тут кошка в темной комнате. Это трудно понять, трудно уловить. Но тут явно люди прикладывают какие-то, ну, знаете, руку, усилия для того, чтобы вашу жизнь сделать, ну, хоть чуть-чуть сложнее. Как, вот, чтобы у вас, может быть, не все так было, как вы там запланировали, идеально. Это как вот какая-то мелкая пакость, а у кого-то и не мелкая. Ну, желание просто где-то вам подпортить жизнь. И как будто постоянный анализ, за вами наблюдают, как будто бы ловят каждую вашу там погрешность какую-то, ну, не знаю, как будто бы вот там ждут, пока вы споткнетесь. Вот такое что-то, оно как-то неуловимо. И эти ограничения, они отчасти, понимаете, они даже искусственно созданные. Вот так вот тут можно прочесть. Почему глаза завязаны. А еще тут, я не знаю, каким-то боком у кого-то может отыграться информация по поводу того, что вот ваша карта вышла вопрошающий, какой-то мужчина, карта сердца, любовь и карта змея. А почему-то, как будто бы вы до конца, ну, наверное, в каких-то иллюзиях еще находитесь, или до конца от них не избавились. Тут вот как будто бы до конца вы не понимаете, что между вами и каким-то мужчиной. У каждого свой будет мужчина. Любовь, карта сердца открыта. Или это карта змея, всего лишь там, ну, скажем так, я не обесцениваю интимную связь, там, секс, хороший секс, вообще это замечательно. Ну, у кого-то как будто бы знак вопроса, а что между нами вообще? Это привязанность, любовь? Или это всего лишь, как, знаете, встретились, произошла дружба организмами, да, и разошлись. Вот тут что-то такое. Кем я для него есть, была, кто я для него. Это я всего лишь какой-то новый яркий сексуальный объект или вообще непонятно кто, да. Или это действительно с его стороны была или есть любовь. Ну, тут у кого-то такое, как будто бы вы до сих пор находитесь вот со завязанными глазами. Как будто у вас нет ответа на этот вопрос. Ну, почему-то мне это показали. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Так. Женский взгляд. Что женщины говорят о вас, да? Что женщины думают о вас? Повторюсь, говорить можно это, ну, когда там компаниями собираются, да, или группами, по двое, по трое. А думают каждый сам наедине с собой, когда остается, вот что они думают о вас. Так, что говорят о вас? Что думают о вас? Говорят о вас. Думают о вас. Говорят о вас. Думают о вас. Говорят о вас. Думают о вас. Что говорят о вас? Что думают о вас? Что говорят о вас? Что думают о вас? Начинаем. Итак, что женщины говорят о вас? Ух ты! Интересно. Фея,
которой куча планов, и она как будто бы выстраивает эти планы, прикладывает усилия. Пусть даже эти какие-то планы, они, ну, феечка, это, знаете, это может быть считываться как волшебство. Эта женщина где-то витает в облаках и где-то не похожа ни на кого. Может, увлекается эзотерикой. Ну, вот как будто бы где-то даже оторванность от мира. Ну, тут в хорошем смысле. Нет вот этой какой-то приземленности. Может быть, даже ощущение того, что вот для вас любая планка, как бы высоко вы ее не поднимали, а вы можете действительно эту планку поднять и потом выстроить свои какие-то планы. Одно дело, конечно, их выстроить и добиться желаемого, другое дело так и остаться в мечтах. Дальше будем смотреть. У кого-то это прям может считаться как зависть, знаете, такая вот, ну, как будто бы, а она может, там какая-то смелость, где-то, может быть, правда, как не похожесть ни на кого. Ну, не хочу сказать, тут безбашенность нет, тут такого нет. Так, тут токсичная башня, сердце. Сейчас сущность. Такие карты чудные. Сейчас я буду читать, о чем это они говорят на прямых. Ой, такие сочетания странные. Так, башня. Башня — это стабильность. Сущность. Это же надо с двух колод вышла сущность. Эти карты не очень часто выходят, честно говоря. Сущность, смотрите. И тут карта сущность. Карта сердца. Ой, это как-то странно. Сейчас надо докопаться, о чем это. Они что-то хотят сказать. Так, токсично влюбленный. Сердце. Ключик. И тут ключик. Да что ж такое? Идет как дублирование информации из разных колод. Смотрите, сущность с одной колоды вышла сущность. Дальше вышла у меня карта ключ. И тут карта ключ. Подряд одни и те же карты выходят. Девочки, такое вообще очень редко бывает. О чем вы мне хотите сказать? Сущность ключ, сущность ключ. Оковы. Ага. Примерно понимаю. Сейчас, девочки. Тут, скорее всего, они говорят о том, что вы, может быть, имеете доступ к информации. Они вас такой вот говорят между собой. Ну, допустим, если вы там увлекаетесь психологией, да, то же самое. Это более приземленно. Кто-то знает, если вы там эзотерикой увлекаетесь, там расклады, те же, может, кто-то практик из вас, да. Но тут нет такого, что там практики, вы тут на них порчу нагоняете, да, или что, они вас побаиваются в этом плане. Тут чуть-чуть другая информация. Кстати, у кого-то такое может быть, что они думают о том, что вы можете там как-то эту информацию применять. Ну, это маленький процент в плане, вы поняли, практики. Но тут скорее другое. Тут как будто бы вы обладаете тайными знаниями. Вот этот ключ какой-то вот вы имеете. Для чего? Для того, чтобы даже карта сущность тут и тут, как будто бы увидеть подноготную каждого человека. По крайней мере, у вас намного больше шансов, чем у них, чем у среднестатистического какого-то человека. И даже если тут дело не в таро, не в раскладах, тут, скорее всего, они вас видят человеком, у которого вот такое какое-то нестандартное мышление. Опять-таки, доступ к каким-то знаниям. И при этом не просто доступ, а вы это применяете. Вот они вас между собой обсуждают, там говорят о вас. Они, допустим, могут сказать, она видит как будто бы намного глубже. Может, считываете. Ну, тут не обязательно эмпатия, тут просто знания даже какие-то. Как будто бы вы вот токсичных людей, которые может быть, тут карта башня. Я специально уточнила, потому что башня тут в разных колодах разное значение. Иногда это стабильность, иногда это как в классике разрушение, да.
то тут скорее как будто бы вы четко считываете. Это даже, это как интуиция, да, у вас даже каких-то людей, которые могут навредить вам, может быть, кому-то другому. Вот у вас есть вот этот какой-то, ну, орган, я не говорю пятое там. Подпишись на канал и поставь лайк. Я не знаю даже, как это обаяние, осязание, а у вас вот интуиция развита, да, давайте так это назовем. Но тут даже не интуиция, тут все вместе, вот как будто бы вы обладаете чем-то таким, как будто бы вы это считываете в моменте, вот, и они об этом говорят, что вы можете, может быть, заранее даже где-то предусмотреть поступки какого-то человека. Ну, почему-то они так говорят. То есть, или они видят этому подтверждение. Вот эти вот карта, все-таки эти мосты, это как ваши какие-то планы. Может быть, вы предпринимаете какие-то шаги для того, чтобы по факту, оно постфактум, да, вот так вот уже потом получается, как будто бы, что вы, что, ну, как будто свою жизнь то ли планируете, то ли уводите как-то в какое-то безопасное направление. Вот, тут как-то так. Тут типа, знаете, соломки умеете подстелить. Или если даже прилетает там какое-то там в вашей жизни там, ну, скажем так, неприятное событие приходит, то оно все равно как будто бы смягченное. Оно могло бы быть в 1000 раз, допустим, болезненнее для вас. А вот благодаря тому, что вы где-то, может быть, ну, не буду говорить, запасные аэродромы, где-то успели, вы успеваете этой соломки подстелить. Или, по крайней мере, вы даже на этом негативе как будто бы учитесь, и это как, знаете, состояние, когда толкнулись от дна и повысили планку, и лучшего еще чего-то, какой-то результат вы достигаете, чем даже если бы вы вот шли там и находились в каком-то таком теплом болотце, да, а тут как будто бы ваши вот эти вот какие-то даже, ну, скажем, мини-потрясения какие-то, они вас сподвигают к развитию. Вот тут такое вот, все-таки вот я буду это так интерпретировать, потому что тут карта вот эта токсичность, это, ну, как токсичность и башня. Это о том, что какие-то события в вашей жизни, если случаются, по влюбленным все-таки вы находите какие-то, повторюсь, такие для себя способы где-то, может, опять-таки, минимизировать вот эти вот травматическое какое-то последствие даже. Вот тут вот так как-то. Ну и опять-таки, это каким-то образом вот вы даже умеете с этими даже людьми, которые вам, ну, приходят в вашу жизнь, да, с людьми, которые по карте сущность прикидываются одними, а тут как будто бы из них, видите, вылазят совершенно другие люди. То есть это даже какие-то люди, которые конкретно ходят в масках, а потом в один момент с них эти маски слетают. И тут карта сущность. Видите, как вылазит какой-то чудик, чудовище из человека. То есть эти люди открываются для мира, для там коллег по работе, для близких, совершенно с другой стороны. То вы как будто бы умеете ключики эти вот находить и считывать их. Вот тут. И при этом вот эта карта сердца, это как будто бы отчасти вы это сердцем своим чувствуете. Повторюсь, помимо вашей там интуиции, помимо наличия там этих ваших тайных знаний, там по ведьме ведающей, как сердцем вы это считываете. При этом вот эта карта говорит о том, что соприкасаясь с такими людьми, как будто бы тут и токсичная, и башня, а вы остаетесь вот с чистым сердцем. То есть для вас, ну, как вы тут с ними, ну, не знаю, тут не сотрудничество, ну, у кого-то может быть и сотрудничество, да, не обязательно вы же можете сами выбирать, допустим, если на какой-то род деятельности у вас, и вам приходится с такими личностями сотрудничать, то мне показано, что как будто бы у вас есть желание поменьше с ними сотрудничать, это понятно, но вот сердце открытое, все равно как будто бы вы, как вам сказать, из тех людей, которые, если кому-то будет плохо, вы все равно придете на помощь. Вот так вот мне все-таки идет. Да, так, ладно.
Тут еще что говорят о вас? Говорят о том, что, может быть, даже вот если подряд это прочесть, какое-то у вас там было с кем-то сотрудничество, или опять-таки тут вокруг вас какие-то токсичные вот эти люди, которых то ли вы в моменте раскусили, то ли их планы считали в отношении себя. И вы, допустим, выбрали какой-то свой путь, свое какое-то решение. Может быть, на тот момент было, оно даже кого-то шокировало. Или... Ну вот тут как-то так вот такой идет какой-то подтекст, как будто бы у вас на все свое мнение, вы принимаете какие-то решения, даже вразрез общественному мнению. Тут что-то такое. И по факту тут как будто бы вас обсуждают, что в моменте, может, вас даже не понимают, осуждают, а проходит время и говорят, а она правильно сделала. Тут влюбленные еще часто считываются, делай выбор сердцем. Вот тут как будто бы вы выбор сердцем делаете, и тут сердце. И смысл этого всего, что какая-то ситуация, где вам, может быть, предлагали в прямом смысле, в переносном, может подчиниться, навязывали вам свою какую-то игру, при этом вы себя чувствовали, видите, как под водой девушку вот сковали, вокруг шеи эти оковы какие-то, цепи, тут на руках эти цепи, и под воду поместили, да, и карта читается оковы. То есть вы себя чувствовали вообще не хозяйкой ни себя, ни какого-то там, ну, не знаю, положения. То есть вам предлагали быть как марионеткой, вот дергать за эти веревочки тут как за цепи, и вы должны были выполнять чужие желания, да, вот подчинить вашу волю кто-то пытался. То мне вот тут о чем это же говорят о вас, что вы выбрали как будто бы свой путь, может быть, с чистого листа начали жизнь. По пажу жезлов, это, знаете, ребенок, который начинает, может быть, новое дело, любое начинание, но у него есть энергия, есть вот это, сейчас я выговорю, энтузиазм, в общем, вы поняли, есть желание чего-то достигнуть, может быть, даже, ну, понятно, рискуя чем-то, но идя вперед, вот какой-то такой вот, ну, видит вас энергетически наполненной, и человека, готового к каким-то свершениям, победам. Вот так вот какой-то настрой такой у вас тут. Вот они видят и говорят об этом. При этом вот тут дальше странные какие-то карты. Сейчас я вот тут вот вас считают, говорят, может быть, вспоминают даже кто-то. Это шестерка кубков. Вас вспоминает люди как-то очень хорошо, по-доброму. Это карта кармических отношений вообще-то, карта друзей. Вот такой, как будто вас считывают очень каким-то открытым, добрым человеком, человеком, который может дружить, человек, который помнит хорошее все. Знаете, человек, который не забывает там хороших поступков. Вот, допустим, там, если в отношении вас кто-то там, ну не знаю, там пришел вам на помощь, там элементарно даже когда вы там приболели, там позвонил, узнал, как вы себя чувствуете, или там еще какую-то заботу о вас проявил, то вот вас характеризует как человек, который будет это помнить. Вот вы отдадите старице там это внимание и заботу. В принципе, это вас характеризует как человека, который вот чистый, открытая душа, вот тут такое вот есть. Где-то даже по-детски открытые, вот такое вот вас видят и говорят об этом. А вот тут дальше я уже не понимаю. Так, эго, это упрямство, информация закрыта. Ого, интересно, это о чем? Так, эгоизм. Это вы эгоистичны? Да, а ну-ка интересно уже тут. А тут уже дальше пошло как эгоизм, упрямство. Упрямство, это вы упрямство? Наказание. Это вы, у вас наказание. Упрямство. А в чем упрямство? Разрушение. Чего? Сейчас, девочки. Упрямые. Это типа слишком... сродни гордыни? Нет. А в чем это упрямство? Солнце, эгоизм. Это как будто вы не захотели уступать кому-то. Типа терпели длительное время.
чем это? Это. Ну, не знаю, кого-то так проиграется, о чем еще обсуждают, какой-то такой момент, где говорят 100% о вашем каком-то эгоизме. Да, при том, что тут можете дружить, можете бы, не можете, это 100%, открытая, добрая, приходите на помощь. Но тут какая-то ситуация они обсуждают. Эгоизм с упрямством связан. Какая-то ситуация такая была, где говорят, что даже вот этот вот, как вам сказать, упрямство ваше, это как какое-то наказание для вас. Может быть, вы потеряли, тут карта безденежья в материальном, но при этом где-то как будто не смогли с какими-то своими, тут у кого-то огонь, это как энергии негативные, может быть, огонь это, ну да, какие-то, может быть, эмоции негативные, может быть, нежелание подчиниться чему-либо, кому-либо. Вот тут какая-то такая ситуация, они говорят, обсуждают, что вот в моменте вы, допустим, не смогли смириться с какими-то сценариями, которые вам навязывались. И, скорее всего, тут о чем это? Карта Солнца — это тоже эгоизм. Это где-то может быть как детское восприятие, вот в моменте, вот, или незаслуженно вас обидели, или вам предлагали опять какие-то сценарии, которые вы для себя посчитали унизительными. В общем, тут обсуждают вас и говорят о том, что, ну, по идее, другой бы, как типа, какой-то более мудрый человек бы, может быть, и согласился, да, может быть, как-то, а вы вот тут как-то более как-то ярко, по-детски на что-то отреагировали, или же как будто бы в принципе, упрямство какое-то, ну, упрямство проявили, и это упрямство, оно сродни как эгоизм какой-то. Ну, а я уточнила, о чем это. И тут говорят, как будто вы определенное время действительно что-то терпели, а потом как будто бы карта гроб уже, ну, задолбались вы терпеть, да, эти какие-то бездействовать задолбались, и вы для себя какое-то вот правда приняли решение освобождения. Вот видите, бабочка из кокона освобождается и летит на свет. То есть это ваше решение, и это не было спонтанным. Может, со стороны им так показалось, что вы какие-то спонтанные там чуть ли не по-детски как-то реагируете, но для вас по-другому уже не могло быть. То есть у кого-то вот настолько они вас видели одной, а потом ваши какие-то принятые решения их вообще озадачили, и они у вас видели совершенно с другой стороны. А я уточнила, для вас по-другому и не могло быть. Как будто бы у вас точка уже невозврата была пройдена. Ну вот как-то так. То есть вас разно видят. Тут до одного времени одной, до одной поры, потом их там удивил какой-то ваш поступок. При этом они считали вас какой-то эгоистичной, тут упрямой. Ну, такое. Еще о чем говорят тут. Но при этом вот какая-то информация, знаете, информация закрыта по поводу, может быть, какого-то вашего вот этого поступка, проявления. Как будто бы недостаточно информации. Может быть, эту информацию, там какой-то вброс идет с какой-то другой стороны, не от вас. То есть вы даже мало, может быть, на эту тему общаетесь, или что еще мало кому там рассказываете. Как будто бы, может быть, исковеркана эта информация, или они сами понимают, что у них недостаточно информации для того, чтобы принимать вот такие вот какие-то там суждения до конца. Да, ну, ладно. И тут еще, кстати, информация закрыта, обсуждают вашу личную жизнь. Тут видят вас женщиной семейной, замужней, есть какой-то стабильный партнер, и ангел-хранитель, как будто бы для вас семья это вот с одной стороны вот информация закрыта, им интересно, но у них недостаточно информации. Ну, союз сохраняется, как будто бы вы охраняете этот союз, вот, по крайней мере, от чужих глаз, от чужих ушей, вот такое что-то есть. Так, ну вот это вот они обсуждают. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Так, интересно вообще такой какой-то о вас не совсем стандартные какие-то разговоры, скажем так.
Так, давайте теперь посмотрим, что думают о вас на самом деле. Что обсуждать можно вообще черти что там придумать, что вы инопланетянка. А вы скажете, ну правильно, я таки есть, я такая и есть. Так, теперь что думают о вас? Ух ты. Это о чем такое? Время. Так, другой мир. Тупик. Влюбленное. Унижение. Противоядие. Рыцарь звезда. Так, думают о вас, кстати, знаете, так интересно тут, при том, что думают о вас, что вы очень яркая, привлекательная, знаете, как райская птица какая-то в среднестатистическом каком-то, назовем это, вот если брать сообщество курятники, то вы там явно вот прилетевшая непонятно откуда, точно, что инопланетная какая-то девушка, райская птица. Ладно, ну не обижайтесь таким сравнением, я вас райской птицей обозвала, да? Ладно, юмор у меня такой. Харизматичная, энергетически наполненная женщина, которая умеет удерживать этот фокус внимания на себе, где-то вот эти женские хитрости, знаете, там у кого ноги красивые, там длинные, это какие-то разрезы на юбке, повторюсь, там какие-то джинсы облегающие, то есть все достоинства свои знаете, подчеркиваете, при желании можете обаять, их тут без желания тоже. А при этом первая карта мне говорит о том, что да, конечно, вы можете легко в свои эти сети заполучить, я могу это так считать. Ну, скажем так, не то, что там любого мужчину, но если вам нужно, то как будто бы проблем не будет. При этом вы, если будете кого-то вот так вот пытаться обаять, то все равно для вас в приоритете дом. То есть это будет желание построить серьезные отношения. Но все равно присутствует тут карта Эрос. Вас видят тут очень сильной, такой конкретной соперницей. Как будто бы не приведи Господи, там перейти вам дорогу в том плане, что если один мужчина какой-то вам будет нравиться, то тут вас высоко оценивают, как женщина, которая действительно может мужчину какого-то заинтересовать. Будто бы у вас все есть для того, чтобы быть вот, ну, скажем так, выбранной. Другое дело, насколько вам это нужно, важно. Тут, скорее всего, дальше карты, говорящие о том, что у вас как будто бы свое, опять-таки, видение каких-то этих взаимоотношений. При этом у вас тут какая-то своя вообще дорога. Тут нестандартное какое-то мышление дальше. Вот тут будто бы они даже не совсем могут понять, даже не то, что к чему вы стремитесь, что для вас в приоритете. Хотя в приоритете тут дом, семья. Вот тут вот для меня такое идет. Где-то у вас просто настолько видение мира, и видение даже, может быть, именно взаимоотношений между мужчиной и женщиной, оно как-то у вас отличается, ну, от среднестатистических. Я не говорю там какие-то ценности. Ценности тут, вот я дом вижу, да, общий дом, допустим, и желание в этом доме, допустим, быть счастливой. Это все понятно всем. Вот тут дальше не пойму я. Привидение, пьянство. О чем это, Господи? Это какие-то... О чем они думают? Это они думают о вас. Эрос, привидение, пьянство. Странное сочетание такое. Справедливость. Луна. Крест. Метла. Дом опять. Тупик. Ну, даже я не совсем понимаю. Тут, наверное, у каждого свое. Но тут у кого-то, может быть, как говорят в анамнезе, да, в прошлом были, может быть, семейные отношения у вас, построение этих отношений.
У кого-то, может быть, отношения распались, да, потому что тут карта дом и карта тупик. И по поводу этих ваших бывших взаимоотношений, у кого-то там, понятно, может, даже не один брак в прошлом за спиной был, потому как я говорю, тут справедливость, это как официальное заключение там брака или там проживание под этой крышей, да, вот тут такое может быть. Тут как будто бы в прошлом у вас могли быть отношения с каким-то партнером, они, ну, могли быть очень серьезные и токсичные. У кого-то партнер мог злоупотреблять. Тут карта пьянства, но это любые зависимости, да, давайте так, не под одну гребенку всех, но как будто бы партнер мог быть очень проблемный. При этом отношения, вот карта привидения, если вы даже расстались, эти отношения могли как вот наложить отпечаток на все последующие. То есть где-то, как мы все, понятно, травмированы, то есть вы тут как будто бы травмированы этими прошлыми взаимоотношениями. Вот кто-то может так думать о том, что вот эти вот отношения, которые у вас там то ли в юности были, то ли первый какой-то брак, союз, как будто бы где-то вас, ну, скажем так, хотела как-то сказать ласково, ну, наложили отпечаток огромный, и теперь вы, может, совершенно по-другому относитесь к мужчинам. Вообще как будто какой-то осадок остался, вот, скажем так, вот от этих отношений. Они были не очень здоровые. Ангел и демон, и вы где-то как травмированы этими отношениями. Тут по святой воде вполне возможно вы старались уже от этого освободиться, но, скажем так, вот выражение, да, уже не помню кого, Ницше, не помню. Вот если долго вглядываешься в бездну, то бездна вглядывается потом в тебя, да, что-то такое. Тут вот как будто бы вы сами частично стали, ну, по-другому не скажу, где-то травмированы. И уже совершенно по-другому смотрите на взаимоотношения. Если да, раньше там, может быть, наивные какая-то были, то сейчас вот как-то так вот. И опять-таки взаимоотношения, тут карта аисты, дом. Ну, в общем, может быть, даже кого-то сподвигло увлекаться эзотерикой, понятно, в психологию пошли там интересоваться какими-то манипуляциями, противодействовать этому. Через время, после того, что, вот, может быть, осознали, какой-то вот не строятся отношения, почему я выбрала того партнера. Может быть, даже о вас думают вот женщины, что вот не зря она увлекается психологией. Почему? Потому что у нее там был печальный опыт первый, там первая любовь какая-то неудавшаяся. Почему я еще так говорю? Потому что тут карта другой мир. Вот они и думают о вас, что у вас есть доступ в этот иной мир. Вы вот как глаз, да, и заглядываешь в этот глаз, а там совершенно какие-то сущности. Может быть, они понимают, что вот это какая-то там личная драма, какие-то переживания. Вот, тут именно с любовной сферой связано. Вот эти вот переживания. Вот вас заставило интересоваться, вот тоже повторюсь, психологией. Может быть, эзотерикой. Вот доступ у вас есть к этим знаниям. Ну, тут дальше о чем они еще думают. Так, двойка, тупик, любовная связь, удержание, противодействие. Кстати, кто-то еще думает, что у вас горе от ума, что нужно быть попроще. Почему-то мне так вот хочется еще считать. Что где-то, может быть, вы сами себя останавливаете и не даете себе шанса, потому что эту информацию вот, как будто бы видите насквозь. Вот, типа, вот, они видят там, что вы видите насквозь и женщин, и мужчин, как будто бы. Ну, такое что-то. Почему я так говорю? Потому что тут карта двойка мечей, тут тупик и карта влюбленная. Знаете, влюбленная же это карта выбора, это когда там вы влюблены, в вас кто-то влюблен, да. А тут как будто бы вы, при том, что вы там можете быть увлечены, но вы так стоп сами себе говорите. Двойка, видите, как скрещенные мечи эти, двойка мечей, говорите, нет, стоп, это мы уже проходили. За вот этой вот влюбленностью какой-то может следовать тут карта унижения, да, тут мужчины, прям сообщество мужчин. И сидит этот главный тут какой-то гад-инквизитор, и он эту женщину, она тут полуобнажена, он ее с этой плетью в руках. То есть как будто печальный опыт какой-то, который вы пережили, он вас останавливает от, может быть, новых каких-то там любовных приключений, увлечений. Может быть, оно к чему-то и привело хорошему.
Но вы в этом усматриваете и негативные какие-то моменты. Вот так вот как бы на перспективу смотрите и говорите: да нет, мы это уже проходили, хватит. Это как будто бы своего рода, ну это они думают о вас, у вас своего рода как противоядие, видите, какой красивый флакончик. Противоядие против кого? Против, вот карта рыцарь, это какие-то агрессивные товарищи, которые, ну, по факту могут очень некрасиво проявляться. Они то, может быть, такие мужчины и карьеру строят, там где-то вверх по социальной лестнице там продвигаются, какие-то квантовые скачки совершают. Но это больше как будто закрытые товарищи. Видите, они как в эти, тут и забрало у них опущено, и доспехи на них железные, какие-то вот эти латы, тут все как будто бы закрыто, они железобетонные. Эти мужчины, они дают мало, ну, по факту, женщине они мало дают там внимания, любви, нежности, тепла. В моменте в таких можно влюбиться, вот тут по влюбленным, правда. Ну, а жить с таким человеком довольно-таки трудно. Вот тут как будто бы они на вас смотрят, и они ну, думают о том, что вы все-таки то ли интуитивно, но тут мечи это интеллект все-таки. Вы как будто бы уже анализируете и выбираете, может быть, каких-то... Влюбляться-то можно в такого, но тут же как будто бы вы себя останавливаете. У вас это есть противоядие, и вы понимаете, для жизни вам нужен надежный какой-то мужчина, эмпатичный, там, заботливый, внимательный, как будто бы у вас уже совершенно другие ценности. И вы это, ну, как будто бы, может быть, даже транслируете, они об этом знают. Ну, мудрые вас видят, да, какой-то. Женщина, которая вот эти знания полученные, она их применяет. Хотя по влюбленным вы, может быть, тоже можете влюбляться. По влюбленным это женщина, у вас видят такой, знаете, романтичный даже где-то. Женщина, которая привлекательна, и в которую влюбляются. Тут тоже вот такая вот живая, очень живая женщина. В смысле, энергетически наполненная, яркая. Но при этом такая вовремя, как будто бы стоп, может и останавливаться. Что еще про вас думают? Смотрите, карта звезда, это очень высокая характеристика. Это женщина, которая идет за своей мечтой. Притягательна, привлекательна. Женщина, ну, тут многие даже как-то вас идеализируют, берут с вас пример. По звезде интеллект, опять-таки, ну, тут больше как миссия, призвание, может быть, даже внешне вот какой-то вот такой типаж, как, ну, не обязательно там кинозвезды, но при этом по звезде это еще личность известная там в каких-то широких или узких кругах. Ну, я повторюсь, опять для вас, вот вас выделяют, вот, и на вас где-то ориентируются. Ну, что еще по звезде, девочки? Ну, наличие талантов, способностей. И вот эта карта говорит о том, что когда женщины думают о вас, они видят вас очень, ну, тут понятно, такой, знаете, как вам, человек, который, правда, какую-то миссию исполняет, как будто бы у вас, правда, какое-то предназначение. И где-то это даже люди про себя, девочки, думают, ну, тут какой-то, может быть, потребительский чуть-чуть подход. Вы можете быть выгодны. Ну, тут как будто бы в дальнейшем, если с вами, ну, там будет переплетение судеб, да, они где-то с вами еще пересекутся, что такая женщина, она всегда чем-то интересна, полезна. Ну, к сожалению, у нас такое в обществе, да, потребительское больше отношение. Ну, кстати, оно и культивируется, ну, к сожалению, да. Ну, я должна это озвучить. Почему-то вас видят женщины, которая очень полезна. Может быть, даже вы там элементарно, уж не знаю, у кого-то это род деятельности, у кого-то элементарно, может быть, как психолог, да, карманный психолог, даже какой-то отдельный совет дадите. Вот как будто бы у вас эта энергия, она энергия какая-то, может, информация, которой вы обладаете. Вот вы можете этим щедро делиться. И вы как будто бы сами это предоставляете. Уже не знаю, но у кого-то это правда род деятельности какой-то. Ну, все, что увидела, девочки, то и прочла. Все, мои хорошие. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.